Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Мозг голых обезьян очень любит будоражить себя фантазиями на тему всяких монстров. Бедных животинок называют людоедами, приписывают им суперспособности и какое-то тотальное желание убивать. Не миновала сия участь даже рыб. Наших сегодняшних гостей сделали главными героями большинства ужастиков. Встречайте пираний, семейство пресноводных лучеперых рыб из отряда хорацинообразных, обитающих в водоемах Южной Америки. В водоемах Бразилии, Колумбии и Аргентины рыбеха прижилась особенно хорошо. Там насчитывают самые крупные колонии этих обжор. Название рыбы происходит от корней двух слов языка гуарани. Пира – это рыба, а аня – злой, то есть злая рыба. Первые же достоверно идентифицированные зубы пираний относятся к отложениям возрастом около 38 миллионов лет назад, то есть рыбка весьма древняя. Вообще, пираньевые достигают общей длины до 108 сантиметров и массы аж до 40 килограммов, например, бурый паку. А зубальнику этой бразильянской бестии позавидует сам дьявол, по крайней мере тасманийский. Ролик про него есть в плейлисте «Животные Австралии». Клиновидные зубы помогают глубоко впиваться в плоть, а мощные челюсти отрывать от несчастной жертвы куски мяса. Считается, что сила сжатия челюстных мышц относительно размеров тела у пираний самая высокая по сравнению с любым другим позвоночным в мире. Например, пиранья обыкновенная без труда может откусить палец взрослого человека. На жертву рыбехи нападают толпой. Растерянная добыча, окруженная водоплавающими гопниками, мечется из стороны в сторону, пока не натолкнется на одну из зубастых морд. За такую прожорливость пираньи еще называют речными гиенами. Пираньи способны издавать различные звуки. Так, например, будучи извлеченными из воды, они начинают гавкать. Во время драк за еду они издают низкие, похожие на удар барабана звуки. В других случаях, например, когда одна рыба подплывает слишком близко к другой, они могут каркать. Ну а больше, чем еду, пираньи любят лишь процесс размножения. В период нереста зубастые голливудские актрисы становятся крайне агрессивными. А все потому, что, несмотря на внешность и кровожадный нрав, наши герои – отличные родители. Отец защищает как кладку, так и подросших мальков. Опека длится до тех пор, пока пиранятки не начнут самостоятельно охотиться. По фильмам и художественным книгам мы знаем, что стоит опустить руку в воду, где обитают пираньи, и они обгладают ее за минуту. Но так ли это в действительности? Возможно, это прозвучит неожиданно, но пиранья – это очень осторожная рыба, и для человека она не представляет никакой опасности. Существует большое количество свидетельств, когда человек плавал в кишащей пираньями воде без всякого вреда для своего здоровья. Пираньи считаются страшными хищниками с неуемной жаждой свежей плоти. На самом деле эти робкие рыбки и падальщики не осмеливаются приближаться к большим существам. Известно, что пираньевые предпочитают держаться в больших стаях, но делают это пираньи не из-за того, что в стае хищных рыб легче завалить или убить зашедшего в воду человека, а из-за того, что пираньи и сами являются звеном
пищевой цепочке для других, более крупных видов рыб. Находясь в стае из десятков особей, шанс на то, что тебя съедят, значительно уменьшается. В истории не было зафиксировано ни одного достоверного случая нападения пираний на человека со смертельным исходом. Но это вовсе не означает, что эти рыбы никогда не кусают людей. Но такое поведение практически всегда обусловлено не агрессивным поведением пираний, а простой самообороной. Пираньи, являясь, по мнению многих, одними из самых опаснейших хищников, необычайно пугливы. Аквариум, в котором могут жить пираньи, желательно держать подальше от источников шума и теней, иначе ваши любимцы будут постоянно находиться на грани обморока. Общеизвестным среди аквариумистов является тот факт, что достаточно щелчка по стеклу аквариума или резкого движения, чтобы пираньи просто попадали в обморок. На сегодняшний день численности пираний ничего не угрожает, а живут пираньи в дикой природе до 20 лет, потому что это выносливая и крепкая рыба. Однако в аквариумах им не очень нравится, и средняя продолжительность жизни пираньи в стеклянной тюрьме составляет от 7 до 15 лет. А как вы думаете, зачем пираньи сделали главными голливудскими актрисами? Напишите свое мнение в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!